Всем привет! Сегодня мы решили посетить заброшенный пансионат Валикино-Дулево. Местное название Профичка. Мы уже были здесь, не помню, в 20-м что ли году. Но решили прийти еще раз, так как он очень высокий и звук у нас был испорчен за счет ветра. Сегодня взяли микрофон, но мы к нему подошли и увидели вот это. Его, походу, восстанавливают вообще, блин. Ага, пипец. Слушай, его реально восстанавливают. Я же говорю, там окна. Охренеть. Зимой 2020 года доступ к зданию ограничили и постепенно начали восстановительные работы. Профилакторий, строительство которого по неизвестным причинам заморозили еще в 90-е годы, обретет новую жизнь. Теперь вместо заброшки здесь будет парк-отель. В главном здании сделают номера, в том числе премиум-класса с выходом на обзорную площадку на крыше. Внизу будет ресторан и банкетный зал, а также офисные помещения. Бассейн, спа-центр, тренажерный зал, лесопарковая зона, домики с мангальными зонами тоже в проекте. А теперь давайте вернемся немного назад и посетим его в том состоянии, в котором он находился до всего этого. У всех ликино-дулевцев здание недостроенного профилактория было на слуху. Не один раз этот проблемный объект фигурировал в криминальных сводках. Несмотря на то, что регулярно проводились рейды, заброшенное здание так и притягивало к себе различных персонажей. Красная стройка, Мэншн, Профик. Название этой заброшки в узких кругах. Все это время он не пустовал, были замечены сатанисты, различные личности с криминальными наклонностями, а также было много случаев суицида. Где, если не здесь, попробовать запечатлеть что-то необъяснимое? Взяв пару камер и электромагнитный детектор, мы отправляемся в 2019 год. Сейчас идем в заброшенный пансионат. Находится он где-то в лесу. Ну, с собаками гуляем. Вот. По рассказам, это излюбленное место всяких маньяков, наркоманов. Ух, ё-моё, мы дошли. И сатанистов. Так называемый дом с призраками местный. А вот его-то я сразу не заметила. Ага, вот и он. Еще по рассказам здесь имеется крупная сеть подземных коммуникаций. Ну, в чем я сильно сомневаюсь, конечно, но мы это посмотрим на ней. Думаю, будет интересно. Чего? Встань на колени, узри Люцифера. Ну да. Вот о чем мы их говорили. И там уже на балконе я видела эти Кого? программы. Это я тоже видел программу и тому подобное. Но я пока не знаю, где мы будем заходить. Там тупичок? Ну, пойдем тогда там с залазом. Вот это какой-то подвал похож на то. Да, но мы там не пройдем, там все затоплено. Да. Тупик. Короче, надо там через тот лаз. Ну да, пойдем через лаз. Ладно. Надо, главное, было проверить, одни ли мы здесь. Ну, похоже на то, что да. Да, входа тут как-то и нету. Ну что ж, вот мы залезли. Светит. Сегодня суббота. Ну, это выглядит жестко. Реакция пока ноль, но мы только зашли. Жуткая печь. Которую сжигали.
ключом заделывали, чтобы не лазили. Но это никак не останавливает. А вот оттуда мы пришли. Там поле, болото какое-то. Лесок. Вроде как это место знаменито у сталкеров местных. И с ним связано очень много историй. А? Замуровали. Попадем. Замуровали нас. Перепрыгнуть? Нет уж, спасибо. Какой-то паучок-мутант. Паучок-мутант. Может там дальше как-нибудь потом. Давай пройдем, наверное, что тут написано. Стенка почета. А вон и поселок уже там. Ваша кровь, вены ада. Что-то как здесь надписи не соответствуют. Я тебя люблю. Там. Подожди, начнем. Сатана, ад. Проверим реакцию электромагнитного детектора здесь. Сходи туда, а я пойду сюда. Блин, что-то как-то все равно не по себе мне немножко. Хотел сказать, что к нему электричество подведено, блин. А нет, провода идут дальше. Хоп, аккуратненько перелезем. Ух, прикольно. Пройдемся по крыше, не знаю, что по этому парапету туда, что ли, идти на ту сторону. Ладно, сейчас проверим. Пройдемся сюда. Там как будто это какая-то, как спортзал, что ли, какой-то внутри. Вон там. Фиг его знает, что это должно было быть. И я не знаю. А вот и болотце. Наверное, подразумевалось, что это будет прудик рядом с пансионатом. Но что-то пошло не так. Даже не знаю что. И у нас нет никакой гарантии, что мы там сможем спуститься. Что там будет выход. О, вот и порушенные лесенки. Похоже. Вроде наступать сюда можно. Ну, конечно же, пентаграмма. Тут обитают сатанисты. Или этот пансионат. Что-то забыл, что хотел сказать. Самоубийства-то, скорее всего, здесь происходили, судя по всем надписям. Меня больше всего интересует, если по слухам, по рассказам, это облюбованное место сатанистами. Были ли здесь жертвоприношения, обряды проводились? Я думаю, если это было, скорее всего, в подвале. Мы туда спустимся, точнее попробуем. Даже найдем, наверное, ход туда, если получится. Там вот мы залазили. Но это, по-моему, всего лишь еще 5-й этаж. А мы с вами должны выйти на крышу.
Очень уж мне интересно залезть туда. Потому что, опять же, по рассказам, так, сейчас, с крыши бросались, то бишь происходили самоубийства. Какой интересный входик. Очень опасно висит бетон. Ну это да, есть такое дело. Что тут твари? Аня, Полина, твари. Молодые ребята, скажем так, из-за любви могли кончать собой. Ох, блин, прям этот пролет что-то. Что-то Я вниз смотрю. Смотрю на эти пролеты и как-то не по себе стану. Голова начинает кружиться. Ну нет, мне показалось, наверное, скорее всего. Пятерочка проскочила, но нет, мне показалось. Блин, он вроде большой, а он узкий. Он высокий, но по размеру очень маленький. Да. Он даже не то, что узкий, он короткий. Ну как бы да. Небольшой. Спички, красная цена. Девочка забыта. Кайф. Ухерный, блин, шагнул. Ё, показалось, что это люстра висит, короче. Ждичка. Что это за глазки? Что это за глазки? Что за символы какие-то? Это что это такое? Я не знаю. А вот это что значит? Суть этого визита в профилакторий заключалась в разведке, а после планировалось посетить его ночью. Ведь в ночное время вся нечисть вылазит наружу, как по расписанию. И если тут что-то есть, то оно обязательно должно попасть в объектив камеры. Бля, что за бред я несу? Хотя тогда было страшновато, когда я заметил это. Возможно, это все мифы и легенда. Какой-то котик. И ни хрена тут не происходило. Как знать. Ну, ребята, вид, конечно, с балкона шикарный на лес. Не правда ли немножко жутко? Неужели нам удалось зафиксировать паранормальную активность в таком-то месте? Я не удивлюсь. Скорее всего, это звук зума камеры вперемешку с ветром, так как ветродуй там знатный. Несмотря на это, этот момент засел глубоко у меня в голове. Я вот туда смотрю. Я что-то пока не понимаю, как нам туда попасть. Потому что там тоже болотина какая-то. А я в этих, в дырявых тапках. Ну мы как-то да, в тапках. Не в берцах. И как нам туда попасть? Там болото. Там болото. Я не... Да-да-да. Вот это, наверное, вот эти пеньки горелые ночью, наверное, выглядят как надгробья. Как кладбище, как будто бы. Ветродуйчик, ветродуйчик. Что-то так чистенько. А вот чем мы выше, тем ветренее стало еще сейчас.
что-то как-то... Я даже не знаю. С одной стороны, интересно. Конечно, ну как-то все однотипно, недострой, опять же. И что-то пока я не вижу никаких подтверждений мест обитания различных личностей. Что ж, по-моему, остался последний этаж. Тогда там еще раз включу детектор магнитный. Посмотрим реакцию. Опа, что тут так темно? И что тут так низко? Это чердак? Еще даже смотрели, срезали. Вот это уже очень интересно. Вот и крыша. Опачки, блин. Как меня вот это пугает хер. Да, здесь ночью надо очень Меня аккуратно, пугает, что она тонкая. очень тонкая, блин. И это довольно-таки опасно. Лифтовая шахта, походу. Как я понимаю, крыша-то крышей. Фу-фу-фу. И, блин, камеру бы туда не уронить. Не, нафиг я не буду же экспериментировать. Я просто так покажу. Миша, ух, какой тут ветер. Во, вот это да. Вот отсюда уже, блин, намного интереснее смотрится все. Смотрите, даже церквушку видно. Да мы хотели с вами проверить реакцию на крыше. Возможно, здесь она будет. Да, если тут были самоубийства, куда же люди бросались? Ну, точно не сюда. Оттуда я смотрел. Хо-хо. Блин, аж этот сдувает. Так, что-то я не понял. Вот это тоненькая. А, нет, ну там тоже проход. Нет реакции ноль. Вид с крыши профилактории открывается действительно знатный. Никакой реакции электромагнитного детектора не было по всему зданию. Хотя это очень странно, ведь он может реагировать на арматуру в стенах, а ее здесь полно. Ничего необычного больше замечено не было. До нашего спуска. Вниз. Ну что, пойдем? А? Сильный ветер, вообще слышно ли нас, что мы говорим? Да я думаю, слышно. Ну как, да блин, нафиг знает. Так, а вот эти вот, кстати, хреновые нафига. Это скалолазанные фиговины-то, по-моему. Ну, сюда крепление, и кто-то опускался туда. Такой. Блин, вот мне что-то это напоминает какой-то. Как, я не знаю даже. Мне напоминает, знаешь, как из фильмов ужасов. Тут есть слаз. Я не знаю, есть ли смысл. Да, там нифига нет. Болото и помойка. По-моему, нет так. Да, там тупики. Ни хрена нет. В фильмах ужасов вот это не печь, а типа камина старинная. Да, знаешь, да, да, такой да. в этих подвалах. Да. Там что-то написано. Тут темно.
что ж, давайте спускаться. Пока мы отдыхали после подъема на крышу, прямо под нами раздался стук, сопровождаемый вибрацией земли. Было похоже на звук метро. Камеры в тот момент не писали, а жаль. Никакой сети малоизученных подземных коммуникаций здесь нет. Все, что имеется, это затопленный и замусоренный подвал. Тогда откуда был этот звук? В общем, пока стояли сейчас. Дождь начинается. Да. Около вот этого болотца. И говорили, что были какие-то звуки, слышали стуки. И прямо вот здесь, под землей, вот там вот, прямо как будто что-то стукнуло снизу. Но, как говорили, вроде здесь есть сеть подземных коммуникаций. Правда, надо найти сначала туда залаз. Пойдемте. Попробуем его найти. Может, мы и найдем какой-нибудь. Что мы найдем? Не знаю, что мы найдем. Пойдемте посмотрим. Что у меня такое ощущение, что мы туда не попадем. С этой стороны болота. Дождик. Там каналы, да. Начался дождик, ребят. И нам все-таки пришлось залезть здесь, чтобы спрятаться от дождика. В принципе, это оказалось не так сложно, как первый раз я думала. Да. Ты здесь хочешь, что ли? Ну, не знаю, по-моему, проще было там залезть. Аккуратнее, она шатается. Нужно было немножко поднапрячься. Ну, а с другой стороны, там бы все равно пришлось залезать, мы туда никак не попали. Я согласен, да. Ладно, пока идет дождик, походим здесь. Мне интересно, что за стуки были из-под земли. Что же за стуки были из-под земли? Там же не может проходить метро. Ай, блин, какая-то мужская. Ух, ёб твою мать. Как мне стало страшно. Я не знаю. Чё? Блин. Это вспышка, я думаю, что там сверкнуло. Я вот это увидел, и что-то мне прямо стало страшно. Да, мы не попадем туда. Я думала, мы пройдем вот в это здание. Да вот я тоже думал, что мы туда попадем. Ну, видишь, был бы второй этаж, мы туда попали. Но, увы. Дождик заканчивается. Пойдем уже к машине. Смотрите, что началось. Ой, пойдем там. Как заходили. Началась какая-то жесть. Когда мы покидали это место, началась какая-то буря. Погода резко изменилась, и нам ничего не оставалось, как побыстрее добраться до машины. Мы приезжали сюда зимой в ночь, но из-за сильного снегопада мы не смогли даже дойти до профилактория. На тот момент нам было неизвестно, что он уже обнесен забором и находится под охраной. Сейчас мы приблизим, чтобы посмотреть, потому что мы этого не ожидали. Стоят пластиковые окна. Конечно. Все огорожено забором, охрана. Его восстанавливают. Я первый раз вижу, чтобы недострой восстанавливали. Да, окна. Офигеть. И на балконах вон уже рама видно белая. Я вижу жесть. Пипец, все. Вот так вот бывает. Зимой мы сюда не попали, потому что был снег. Но в любом случае мы покажем вам, что там на самом деле было, и вы увидите,
что работа по восстановлению там предстоит огромная. Это все, конечно, очень хорошо, и я, в принципе, рад, что его восстановят. Мне даже интересно потом побывать там внутри. Я думаю, тебе тоже. Да. Как? Мы видели, что там Да, да, внутри. да. Это мы вам тоже обязательно покажем, когда его сделают.